Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Старина Фриги Викинг, всем хорошего настроения. В этом видео мы с вами проанализируем обновление, которое обещали разработчики. Данное обновление должно появиться в игре 6 сентября, каждый из вас может прочитать его, проанализировать. Я же в этом видео хотел бы с точки зрения определенного опыта, бэкграунда по играм, проанализировать также определенные пункты, которые могут быть интересными именно с точки зрения нового контента, новых механик в игре Viking Rise. Желаю тебе приятного просмотра, спасибо за поддержку лично меня, моего аккаунта, моего YouTube канала, всей тимы Rocket, который делает для тебя контент, и не забывай поставить лайкос, подписаться на канал, прожать колокольчик и, конечно же, пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу данного обновления. Основное и, возможно, самое интересное обновление — это новый ивент, это новый режим «Битва за руины», новый межсерверный геймплей, позволяющий каждому племени участвовать в напряженных, захватывающих битвах на континенте. Доступно только в некоторых королевствах и постепенно станет доступным всем удовлетворяющим требования королевствам. Я постараюсь порассуждать, что же он может из себя представлять. На самом деле, данный ивент очень похож на некоторые события в других игровых проектах, где ваше племя, ваш клан, ваш альянс, называется это по-разному в разных играх, бьется с другим альянсом на отдельной карте в определенный промежуток времени и пытается забрать победу, соответственно, какие-то крутые награды. Кому интересно, можете на моем канале в поиске вбить ковчег Осириса или Осирис или что-то в этом роде. Вам вылезет какое-то из видео, где я на стриме в лайв-режиме с своей командой катаю данное событие. Это очень крутое событие, это новый глоток жизни в игры. Дело в том, что данное событие в будущем может перерастать в целую лигу. То есть не только на определенном континенте ваши альянсы будут сталкиваться в битвах и получать крутые награды и в первую очередь крутые эмоции, но это может быть полноценная турнирная таблица, это может быть сезон, в котором лучшие альянсы всей игры будут сталкиваться и биться, как на Лиге Чемпионов, грубо говоря, за топовые позиции, за топовые награды. Конечно же, я могу ошибаться, но выглядит пока именно данное событие «Битва за руины» очень похожим на ковчег Осириса в игре Rise of Kingdoms. Если это оно, на самом деле я очень рад. Естественно, какие-то отличия по механике должны быть и, скорее всего, будут, но данное событие действительно очень интересное, очень кайфовое. Многие игроки, на самом деле, играют в подобные игры только вот из таких событий, потому что они короткие. Если мы берем КВК, да, это полноценная картина, это очень долгое событие, на протяжении 45 дней вы там в нем сражаетесь, а вот подобные вещи, действительно, это небольшие матчи, в которых вы по определенному времени можете прийти и, соответственно, вместе со своей командой откатать, получить награды и получить удовольствие. Поэтому ждем данное обновление, ждем битву за руины. В Rise of Kingdoms только 30 человек с каждого альянса могли участвовать, поэтому места всегда были очень востребованы на данное событие. Игроки, которые хотят играть и в своем альянсе, например, не могут найти место, потому что топовые позиции были заняты, они идут там, создают в ферм-клане также команду, собирают людей и играют. Это очень крутой турнир, может быть, как он будет реализован, будем смотреть в игре Viking Rise уже 6 сентября, надеюсь, нам какая-то информация будет доступна более подробно. Также планируются другие нововведения и обновления, мы по ним пройдемся быстро и только на важные, по моему мнению, я сделаю акцент и немножечко порассуждаю. Добавлено событие «Охота за сокровищами в день племени». Здесь рассуждать особо не будем, какой-то новый ивент, будем смотреть, что он из себя представляет. Добавлены эмоции для марша, то есть когда вы делаете ралли, можно будет кидать какие-то смайлики, какие-то эмоджи. Ну, не знаю, для меня это не особо актуально, поэтому идем дальше. Добавлена функция создания собственного аватара. Вот это топчик, на это прям я очень сильно рассчитывал, много раз писал в поддержку, писал представителям то, что нужно дать индивидуальность игрокам. У меня есть заготовленные аватары, есть аватары, с которыми я играл очень долгое время в различных игровых проектах, есть мои, так скажем, фирменные аватары Фриги Викинг Team, есть у нас эмблема Рокота, которая сейчас дорисовывается. Короче, это дает индивидуальность, это дает возможность игрокам немножечко самовыражаться, поэтому вот это я очень сильно
сильно ждал. Вот эта мелочь, но она действительно приятна. Эмоции на марш — это хрень. А вот касаемо аватаров, на ваши аккаунты можете уже подбирать картиночки, рисовать себе аватары, чтобы выделяться на поле битвы. Я думаю, что всем это будет нравиться. Следующие оптимизации, корректировки. Первое — оптимизирован индикатор уведомлений для ритуала «Звездная река» и добавлены параметры стоимости ковки. По поводу стоимости ковки, это будет, наверное, что-то более удобное, чтобы понимать, сколько вам не хватает материалов, либо чего-то другого. В целом, ну, какое-то просто удобство. Касаемо оптимизации индикатора ивента ритуал «Звездная река», ну, опять же, это какое-то небольшое удобство, ничего серьезного для механики, для интереса нести не будет. Второе — оптимизировано отображение класса в списке внешности в зале вождя. Не совсем это понял, пока чем-то важным не считаю. Третье — оптимизирована проблема случайного выбора войск, сбора при выборе нескольких войск. Здесь, опять же, какой-то проблемы сильно не испытывал, поэтому далее едем. Четвертый — оптимизирован опыт арены. Вот здесь интересно, что будет, потому что, в принципе, арена требует оптимизации. Наверное, будет немножко другая система, и игроки смогут более правильно бороться за определенное место на арене. Потому что пока арену я вижу достаточно имбалансной из-за того, что какие-то игроки залетают туда слишком быстро, какие-то игроки сразу себе за счет там большого количества буста на аккаунте забирают топовые позиции, и игрок по мере развития, пока идет арена, вроде бы усиливается, но влезть уже в следующую лигу сильно не может. Поэтому будем надеяться, что именно оптимизация опыта будет заключаться в том, что очки будут начисляться по-другому, и, соответственно, игроки будут более плотно и потно бороться за место, которое они заслуживают. Пятое — тоже не особо что-то значительное. Оптимизирована функция нажатия, чтобы пополнить. Окей. Шестое — оптимизирован опыт повышения умений. Вот опять же, в чем здесь оптимизация, пока не прописано, поэтому анализировать не можем. Далее, оптимизированы ограничения героев для каждого сезона. Опять же, здесь вот, наверное, что-то к балансу близкое. То есть разработчики будут вводить более какую-то балансную систему для того, чтобы в определенный сезон, пока отыгран только первый сезон КВК, еще у многих не отыгран, а многие еще даже его не начинали, соответственно, они, наверное, видят на будущее какие-то возможные проблемы, соответственно, будут вводить какие-то ограничения по использованию тех или иных командиров, чтобы игра была более балансной, потому что на одном сервере может появиться уже сейчас какой-то командир его использовать, на другом сервере в этом же КВК он еще может не появиться. Поэтому какая-то оптимизация здесь нужна. Касаемо чего они конкретно говорят, мы не знаем, будем смотреть. Восьмое — оптимизированный опыт взаимодействия в кузнице. Будем смотреть, опять же, пока непонятно и не столь важно. Девятое — оптимизирован опыт взаимодействия с быстрой тренировкой. Ничего плохого я в быстрой тренировке не увидел. Что там исправлять, пока не знаю. То есть, в принципе, ты ставишь галочку, заряжаешь себе ресы на счет, и, соответственно, у тебя твои ускорения списываются с твоей сумки. Детально каких-то проблем я не встречал. Опять же, если вы какие-то из этих проблем встречали, обязательно пишите в комментариях, чтобы я об этом знал, и мы вместе с вами поразмыслим, насколько будут актуальны оптимизация или исправления. 10-й пункт, который я вижу достаточно важным для качественного ведения боевых действий. Оптимизирован обзор при чрезмерном количестве войск на экране. Да, действительно, игровое пространство, когда вы смотрите на свой экран, очень сильно закрыто различными иконками. Соответственно, при большом количестве войск не всегда удобно контролить свои войска. Поэтому не знаю, как они будут это дело оптимизировать. Можно было бы сделать какой-то масштаб интерфейса, и, возможно, они как-то просветят определенные структуры и объекты на карте, потому что действительно войсками можно сейчас закрывать различные объекты, это все неудобно. Надеюсь, разработчики будут грамотно с этим работать. Действительно важный пункт, чтобы у вас было поле удобное для битвы, чтобы вы могли хорошо контролировать свои войска в боевых действиях, а не просто их отдавать из-за того, что у вас просто загруженность экрана и неудобно играть. 11. Оптимизация присоединения к сборам при плохом соединении. Опять же, сильно этой проблемы не испытывал. Слышал, что ребята говорили о том, что иногда интернет лагает, особенно когда там на мобильных устройствах есть перепады качества интернета. Соответственно, нажимаешь сбор, там он либо не ушел, либо написано, что ушел, но не ушел. Короче, с этим работают, окей. 12-й пункт очень интересный. Я такого еще в игре не видел. Возможно, я его неправильно понимаю. Оптимизировано отображение ресурсных точек, указывающее последнего собирающего ресурса игрока.
Если действительно остается ресурсная точка недоеденная, и на ней видно, какой игрок ее собирал, ну, по описанию, по крайней мере, должно трактоваться так, то это очень круто. Для альянсов бороться вот с этими ребятами, которые на территории не доедают плитки, и за них не спамятся новые плитки полные, это будет очень круто, удобно. Вот за это респект, надеюсь, именно так будет сделано в игре. 13-й пункт очень спорный. Оптимизирован опыт при атаке городов. Войска, находящиеся в данный момент на территории, автоматически вернутся, чтобы защищать город. Здесь давайте немножко порассуждаем. Все знают эту фичу, я ее показывал неоднократно, мы ее нашли очень быстро в первые дни игры. Если вы выводите свои войска на территорию города и вас атакуют, соответственно, они не участвуют в защите города, соответственно, они не умирают, не попадают в больницу. И здесь почему спорный момент, почему я так сказал? С одной стороны, это вроде бы как бы фича, да, ее исправляют, потому что такого быть не должно. Ваш город есть ваш город, неважно, что есть дополнительные территории внутри города, но все войска должны по большому счету находиться на защите гарнизона. Но в игре Viking Rise очень интересная система запала и телепорта. То есть, по факту, если вы словили запал, улететь вы не можете и щит вы одеть не можете. В различных игровых проектах реализовано это иначе. Если вы словили запал, то есть вы кого-то атаковали, у вас висит определенный период остывания, пока вы не можете одеть на себя щит. Но улететь на другую точку при этом вы можете. Поэтому именно этот пункт спорный. То есть, с одной стороны, такого быть не должно. Войска должны находиться на гарнизоне. Но с учетом сложной механики, то что если вы словили запал, у вас в принципе нет других вариантов, как принимать ралли или принимать сворм. То есть вот над данным пунктом разработчику нужно подумать по-хорошему и сделать так, что если вы ловите запал, вы не можете одеть на себя щит. На вас могут накинуть цепи, соответственно, улететь вы не сможете. Но при этом, если на вас не кинули цепи, и вы всего лишь словили запал, покинуть территорию вы можете. Ну, типа, вы должны иметь возможность покинуть данную территорию. Как минимум, это территориальная доминация. То есть, если вы словили запал, и на вас могут сделать ралли, у вас есть выбор либо погибнуть, либо, соответственно, покинуть данную точку, и, соответственно, враг может ее просто заспамить. Соответственно, вы как боец участвовать в бою сейчас не будете, либо переместите куда-то другое место. Ну, короче, данная механика требует действительно доработки. То, что войска будут уходить сейчас в город и засейвить их нельзя, для многих игроков будет проблема. Но по факту так должно и быть. Но, с другой стороны, по факту, почему я и сказал, это спорная механика, разработчику нужно думать над изменением системы запала. 14-й пункт, честно, не совсем его понял. Увеличено ежедневное количество 4 избранных карточек снабжения ресурсами на 50%. То есть это либо что-то донатное, либо какой-то баф, какие карточки, какое увеличение ресурсами. Ребят, видимо, стример немножко тупит, такое тоже бывает, можете написать в комментарии, что это значит, я, честно говоря, не понял. Так, 15-е, изменена скорость горения форта, племени в беспорядке в королевстве с 6 до 4 единиц. Недавно было изменение, что увеличили скорость горения, сейчас немножко хотят, опять же, понизить. Ну, балансят время, потому что изначально слишком долго горели крепости, сейчас горят они очень быстро. Далее, 16-й пункт, общее количество осколков, необходимое для вознесения Дурина, уменьшено с 1200 до 900. В принципе, правильно, потому что командир фиолетовый, ни хрена не голдовый, можно его сделать и подешевле. Ребятам на ресурсики, чтобы побыстрее собирать, прокачать, будет приятно. Ну и последний раздел — это исправление. Первый пункт. Исправлена ошибка, из-за которой в зове джунглей появлялись ненужные марширующие линии. Я, кстати, ну, типа, к ним уже привык, действительно, да, очень часто появлялись линии, типа, идет отряд, на самом деле ни хрена он туда не идет. Окей, исправляют, хорошо, сильно проблемы не несло. Все уже поняли, что это на самом деле неправда, и кто играет немножко внимательно, то они понимали, что это хрень. И второе исправление, исправлена ошибка, приводящая к некорректному отображению полосок здоровья при переключении вида камеры во время боев на карте. Честно, ребят, не сталкивался с этим. Опять же, пишите в комментариях, если у вас такое было. У меня такого не было. Я играю сейчас только на ПК-версии. Вот многих проблем, которые здесь типа исправляются, я с ними как-то не сталкивался, не замечал. С другой стороны, малютка Фриги всегда идет только в бой, ведет команду с собой, и похрен там на какие-то проблемы отображения. Главное добиваться целей, главное круто провести время и пофаниться. На этом я буду заканчивать. Тебе, дружище, хорошего настроения. Пиши в комментариях, что ты думаешь от увиденного и услышанного. Как всегда, всех обнял, скоро увидимся.